Ой, друзья, привет! Вы знаете, очень интересные от вас вопросы поступают в последнее время, что я снимаю что-то в своей машине, а про машину и вообще про то, что я делаю с машиной, как ее эксплуатирую, как езжу правильно, я ничего не рассказываю. При этом очень справедливо некоторые из вас заметили, что я работал в топливных компаниях долгое время. Так вот, сегодня я вам расскажу, как не чистить топливную систему экстренно, вернее, как избежать того, чтобы ваша топливная система загрязнялась, и для этого вам будет достаточно правильно заправляться. Это очень немаловажный фактор. Именно правильное поведение при заправке и правильная эксплуатация машины в плане заправки, это очень-очень важно. Обычно я видел, как эксплуатируют мои друзья. Некоторые ездят до красной лампочки, потом дозаправляют. Некоторые на полубаке ездят. Некоторые ездят до высыхания. Кстати, такие тоже есть. А некоторые эксплуатируют с полным баком, но при этом неправильно заправляются. То есть они заправляются периодически полный бак и все. Но, смотрите, я эксплуатирую машины с 1998 года. Именно тогда я получил права и купил свой первый автомобиль «Жигули семерочка». Тогда я, конечно, набил некоторые шишки. У меня было пару залетов по некачественному бензину. Один раз заправился не тем видом топлива. Ну да ладно, все, не тот вид топлива избежать, конечно, вы не сможете, если залили, уже там залили. Имеется в виду, если дизель в пятый в дизель и тому подобное. Тут напрашивается другая идея. Дело в том, что... Покажи, пожалуйста, мою стрелочку. Вот, смотрите. Дело в том, что я езжу всегда на полном баке. Это самый правильный момент эксплуатации автомобиля. Но при этом некоторые это знают, но не знают, что необходимо для того, чтобы правильно поддерживать этот уровень заправки и когда нужно заправляться. Объясню почему. Дело в том, что когда мы работали на заправках, у нас были абсолютно разные случаи. Например, привезли там 92-й бензин, это еще на Укртатнафте работал, 92-й бензин случайно ляпнули в пятый, в емкость с пятым. Такое тоже бывало. И этот шмурдячок, честно говоря, заливали, потом обычно все молчали, заливали потом в баки. Был даже случай, когда ляпнули дизель, и как вы думаете, что произошло? Правильно, некоторые те, кто из вас прошарены, не знают, что дизель тяжелее, чем 95-й бензин, то есть мы в пятый бензин ляпнули дизель, и он разделится на фракции, со временем отстоится, разделится на фракции и опустится вниз. Это факт. Те, кто этого не знал, это очень интересный момент. Слушайте, давайте дальше, перед тем, как мы будем продолжать наш разговор, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши такие обзоры. А если вам нравится такой формат на нашем канале, то, пожалуйста, расскажите, поделитесь опытом в комментах, и вообще поделитесь опытом в комментах, как вы эксплуатируете машину. Но такие моменты бывают. Либо, знаете, как было, я когда работал в Shell, мне там звонили, предлагали, говорят, а ты купишь там бензин, мы второй, как пятый продаем, там мы тебе откат, и такое тоже бывает. Мы, конечно же, не покупали на Shell, там как бы более-менее все в порядке с топливом, они не играются с этим делом. Вот в условиях дефицита, такой как у нас, сейчас очень важно именно качество топлива. Качество топлива, потому что приходится заправляться там, где есть топливо, и ты уже не смотришь ни на цену, ни на качество. И я вам расскажу, что я делаю. Первичная заправка, эксплуатация автомобиля с полным баком подразумевает под собой первичную заправку очень хорошим топливом. На проверенной заправке дорогим хорошим топливом. Например, в моей машине объем бака 70 литров. Плюс патрубки, плюс горловина патрубки около 75-77 можно впихнуть. Если ее раскачать, то все влезет 77. 77 литров топлива будем считать. Я обычно выезжаю максимум 15 литров топлива. Я себе уже отмерил деление, знаю, где у меня по делениям 15 литров топлива, и обязательно дозаправляю. Конечно же, я стараюсь заправляться на одной и той же заправке и просто-напросто добиваю обратно до полного бака и езжу.
Объясню, в чем смысл. Дело в том, что даже заправка на проверенной АЗС, от которой вы заправляетесь уже там испокон веков, не говорит о том, что вы не получите шмурдяк. То есть, например, сегодня партия такая, завтра партия другая, кто-то решил чего-то намешать, кто-то ослиной мочи добавить, и такое тоже бывает на самом-то деле достаточно часто. Например, бензовозчики сливают по дороге бензин, находятся методы, а добивают это все дело какой-то жижей. Или купили там 92-й по дешевке, взяли какие-то бензолы, нафигачили, и все, и получается у нас 95-й. Ну, по крайней мере, только по октановому числу. Все остальное у нас будет очень сильно страдать. Так вот, я выезжаю 10-15 литров, дозаправляю до полного. Это мне позволяет избежать тотальной проблемы, которая могла бы быть, если бы я заправил эти 10-15 литров плохого топлива на пустой бак, который сразу пойдет в топливную систему. Теперь о принципе. Дело в том, что если вы, например, не заправили дизель в 5-й, а заправили, например, в 95-й, 92-й, либо заправили какой-то 95-й, но плохого качества, бензины примерно одинаковой плотности имеют свойства, они просто-напросто смешиваются. При этом, чем чаще вы заправляете, сам по себе эффект заливки, он имеет такой себе эффект миксера. То есть они взаиморастворяемы. То есть он фактически растворяется в более хорошем топливе. И таким образом вы ушли там, допустим, на 15, там, на 10% вашего бака, дозалили, пускай хорошее топливо, плохое, но в среднем в баке у вас будет хорошее топливо, оно будет хорошее достаточно долго. Поэтому мой совет, там, если вы там заправлялись на незнакомых заправках, в конечном итоге один раз, на 3, на 4 раза там в заправке уходить там минус 20, минус 25 литров в баке и дозаправлять конкретно проверенным хорошим топливом опять до полного бака. Таким образом, по принципу среднего вот этого смешивания вы получите всегда более-менее нормальную смесь, которая не будет приводить к тому, что ваш автомобиль просто-напросто будет умирать, вы будете тянуть ее на СТО. Знаете, сколько у меня случаев было, когда там где-то кто-то заправился у нас, выездил до пустого бака, потом заправился где-то, у него начались проблемы с форсунками, начались проблемы с фильтрами, с двигателем, и они приезжают и нам предъявляют, а ведь я там вот заправлялся, там и все, а потом я заправился, оно не поехало. Тут еще немаловажный факт о том, что собирается грязь остаточная на дне, поэтому периодически, конечно же, нужно чистить бак. Это однозначно. При этом я, когда чищу бак, я привожу полный бак однозначно, сливается то топливо, которое там есть, полностью чистится бак. Но у меня такое не происходит, потому что я машины меняю достаточно часто. Тут не буду кривить душой, я не успеваю бак загрязниться. Ну, было у меня такое. Поэтому это такой момент. Если вы вдруг заправили в 95-й, 92-й бензин, не страшно. Если в 92-й, 95-й по такому же принципу, тоже не страшно. У вас ничего не прогорит. При этом это позволяет вам, например, когда нет какого-то там топлива, есть только 92-й, а у вас машина ездит конкретно на 98-м, то поверьте, на 10% добавочного топлива ничего страшного не будет. Потому что оно взаиморастворится, и показатели будут примерно там какими-то там более-менее средними нормальными. Машина не заглохнет, она поедет. Хотя очень много случаев, и многие из вас, наверное, напишут в комментарии, что там заправил на заправке на пустую, да, там, или на полупустую, и потом начались проблемы. Вот этот вот как раз момент прослеживается того, что заправлено неправильно ваш автомобиль. И вот я за сколько лет эксплуатации, всего вот когда вот понял принцип этого всего действия, вернее, не понял, начал работать в топливной компании, и уже сами топливщики мне рассказали, как необходимо его правильно использовать, потому что проводили целые исследования, проводили целые испытания, то есть потом забирали пробы из бака, смотрели, как это может повлиять. Это, кстати, любая нефтяная компания делает серьезная в плане работы с рисками. То есть они оценивают риски того, что там, например, залили 92-й в 95-й, если мы там дольем потом до полного. Ну, короче, там есть целая история. Есть такие исследования. Но если вы заправили, не дай бог, в дизель
или, вернее, в пятый дизель, то, поверьте, машину лучше не заводить. Почему дизель тяжелее? Он сразу пойдет вниз и сразу будет пытаться проникнуть в вашу топливную систему. А чем попадание дизеля в топливную систему бензинового автомобиля грозит, вы, наверное, вернее, мне вам рассказывать, наверное, не нужно. То же самое, если в 95-й, вернее, если в дизельную машину заправить 95-й, если в очень малом количестве и зимой, то там, возможно, ничего страшного не будет. К тому же, там, допустим, очень крутые тачки имеют там какой-то датчик, который не позволит ездить на хреновом топливе на дизеле. Там чуть-чуть другая ситуация, но это должно быть не более там, от 3 до 5% бензина в самом дизельном топливе. И то дизельное топливо должно быть конкретно очень хорошим летним, не в зимнее. Зимнее, в него пятый не нужно доливать, да и не нужно вообще этого. То есть, а вы знаете, что старые дизелисты, как они из летнего дизеля делали зимний, в кавычках, они просто-напросто добавляли 76-й бензин в свое время. Не помню в каких пропорциях, никогда таким не баловался, но это возможно. Это возможно. Сейчас мы посмотрим на машинке. Поэтому эксплуатация только на полном баке. Я только-только заправился, только-только залил. Поэтому, ребят, всем советую, давайте обсуждать, если кто не согласен, аргументируйте в комментариях, но на таком принципе у меня были очень хорошие машины. На текущий момент я езжу на Passat NMS, на B8, уже рестайлинговый USA, при этом еще и Airline. То есть такой, знаете, хорошая машина. Кстати, бензин есть на Патриоте. Ладно, ребят, если вам нравится такой формат, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.